Всем привет! Всем привет! Сегодня воскресенье и утро еще ранее, еще в принципе к 9 часам. Решили воспользоваться моментом, пока машин мало и... Вот 8:32. Да. Поедем, погуляем по магазину. Уже у нас елочные игрушки, в принципе, начинают продавать. И полазим по Джумбу, по Палермо. У нас жакаранды расцвели. Смотрите, как красивый город становится. Здесь их меньше, там на Палермо больше будет. Но все равно уже практически по всем улицам все. Тут жакаранды, это очень красиво. Вот. Вчера ездил за город с одним нашим, как говорят, подписчиком тоже, который мы попробовали порыбачить, но нам не повезло, я имею в виду, с рыбалкой не повезло, съездить за город повезло, все хорошо, но с рыбой что-то никак, не хотело клевать, 2 места посетили и ничего. Но мы сегодня не про рыбу, мы про Буэнос-Айрес, как он изменился, смотрите наш город, как он весной выглядит. Сейчас туннелем только проедем и все будет хорошо видно. Такой, видите, маленький городской. Какая улица? Ну, это Либертадор у нас, по которой мы едем, это Либертадор. Вот в магазин зашли, а тут мне что понравилось, смотрите, некоторые вещи, типа там нож электрический, что там вот, бутылка Контиго для типа термос такой. Смотрите, они вот 3000 стоят, но самое интересное, что они замками закрытые, чтобы их не стырили, блин. Это уже вообще, ну, чтобы уже не тырили на замках товары, чтобы не брали маленькие, а то сейчас засунет себе в карман и пойдет. Вот, зашли тут полазить пока по магазину немножко. Я свой каяк за такую цену продал, так у меня там с парусом, с сиденьями совсем, а это кусок пластика, блин, вообще ни на что не похожий, тут только булькаться, на волнах играться, стоит такую цену, подуреть. А этот вообще 134, если на 2. Да, в магазинах еще те цены. В принципе, что тут у нас есть такого интересненького? Выбор слабенький совсем. Матрас 7000 матрас, 14000 матрас надувной. Нехило. О господи, я аж перепугался, думал, тут сидят 2 мальчика на этом, а нет, парень, девушка. Нормально. Уже скоро сезон, как бы этих, а выбора, ну, никакого. Спальных мешочков, палаток, гляньте, почти нету. Вот это вся барахло палаток. А это перед тем, как сезон наступает, ну, это вот вообще будки какие-то для бобика. Такие из палаток, которые хоть чуть-чуть больше. Вон они. Сколько такая стоит? Где-то 30 000. Ну, тоже на, что тут? Китайцы всегда пишут вот на 6 человек. Вот на 6 человек. Я не знаю, вот такую палатку 6 человек. Вот вы себе можете представить, что тут ляжет 6 человек. Это, в принципе, по-нормальному это на 2 человека. Фиг туда 6. Это, я не знаю, в 3 ряда китайцев надо укладывать, чтобы там залезло 6 человек. Еще мне нравится вот такого стиля палатки. Я даже купил себе, но продулся я в каком плане? Вот 60 000. Купил, не посмотрел на одну вещь, обратите внимание. Тут тоже, конечно, вам как нарисуют, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек. Брехня, то есть вместо 8 сюда нормально это вот 4 человека. 2 здесь, 2 здесь. Там матрасы двойные влазят только так. И все остальное просто развод конкретный. И еще, видите, такой скос очень острый. То есть вот так вот, я не знаю, где это лежат, может призывники, конечно. Скос острый, то есть это настолько неудобная палатка, вы здесь даже не сможете сесть, подняться, вот когда просыпаетесь. Такая где? И еще надо смотреть обязательно на высоту, потому что потом окажется, что она 1,40 м высоты, и вы в нее просто, блин, не зайдете. Вы такую купил, теперь используете ее только как накрывачку для другой палатки. Вы в нее не залезете.
Надо рачки залазить, там перележать как этот, полумертвым. И все. Господи, все сделано с такого алюминия, что, по-моему, не выкопаешь ни червяков на рыбалке с этой лопатой. Конечно, качество еще то. На второй этаж поехали. Это Иси. Иси это магазин, где этих самых. В основном считается это строительный магазин строительных товаров. То есть плитка, там цемент, силикон, полочки, ну, строительные товары и для дома. Больше можно так даже назвать, не столько, то есть и для ремонтные, для дома в основном. То есть не продуктовый. А в этих самых потом дальше будет Джумбо, там, ну, уже как бы считаем так, продуктовый. Но видите, уже вот и игрушечки пошли. Игрушки. Вот, Аргентина готовится к футболу. Смотрите, дудки, шапки всевозможные, чтобы ходить, дудеть, когда наши выиграют. Они все будут ходить, дудеть, вот в эти флаги тут развешивать. Ну, то есть все, что нужно. Все уже к футболу готовятся, одним словом. Наконец-то мы скупились и будем уезжать отсюда. Сегодня так по-простенькому мы скупились. Ничего себе, не по-простенькому. По-простенькому. Болгарский перец, помидоры, еще перец, мандарины. Здесь орехи. Первый раз попробовала взять, как он называется, какао. Здесь, кстати, без сахара. Просто какао и какао-алькалину. Хочу попробовать. Затем мясо. Мясо просто нарезанное, как для миланез, тоненько нарезанное, говядина. Маслинки. Майонез. Одна курица. Здесь шоколадки. Вот такого типа. Такие орехи в шоколаде. Вот. Такого типа шоколадки. Зубные щетки. Мы пользуемся электрическими, но иногда там в поездке или иногда они тоже нужны. Дальше вот такие получается голубика. 2 пакета голубики. Сейчас она по 150 песо. Попробовать хочу замороженные веганские медальоны из... что здесь у нас? В общем, написано так. Алимента бase соха, рос, триго, киноа, санаория, как она называется, морковка, семена льна, киноа. В общем, вот такие 2 взяла попробовать. Дальше сыр моцарелла. Мы с Николясом очень любим вот такой соус. Для меня это самый вкусный соус, который есть, помарола. Есть пицца, есть, в общем, всякие разные есть, но вот это вот помарола, любая марка, в принципе, хороший. Что еще? Так, что еще? Пачка фарша там. В принципе, все. Смотри, как я быстренько все рассказала. Так, чек у нас получается на... Где он? Так, на 13 500, скидка 2400, 300 с чем-то. Ну вот, 13 500, да? Да. Тоталь. Смотри. Куда? Вот Ну, это вот... ну вот со слоном. Это как розовый слон. Там, кстати, на входе видел, какой большой стоит? Конечно, я Ты его снимал? в стриме показывал. А? Я его в стриме показал. Это. Ты в стриме показал? Леня стрим сделал. Идите стрим смотреть. Ну вот. Ладно, поехали. Здесь получается, как он? Центро культураль исламик. Исламский культурный центр. Вот. Ну, а мы едем в гараж. Мы любители ездить в магазин с утра пораньше. Потому что сейчас воскресенье будет все забито, а мы с утреца.